Грыжа L5S1 это самая распространенная грыжа нашего организма, потому что у нас там максимальный угол изгиба нашего позвоночника. Дает воспаление, создает спазм мягких тканей, улучшая кровообращение, соответственно мы облегчим наш спазм, забудем о боли в спине. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами встречаемся опять же на канале Центра кинезитерапии Здоровый Рух. Меня зовут Максим Мамчур, я специалист по физической реабилитации, также я сооснователь Центра кинезитерапии Здоровый Рух. Тема сегодняшнего видео будет грыжа L5S1 и что необходимо делать в домашних условиях. Поехали! Друзья, сразу хочу вас попросить, кому интересны темы заболевания опорно-двигательного аппарата и что делать в домашних условиях с этими заболеваниями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, комментируйте, ставьте колокольчик. Дальше еще больше видео. Возвращаемся к нашей теме грыжа L5S1. Не мне вам рассказывать, что грыжа L5S1 это самая распространенная грыжа нашего организма. Почему так происходит? Грыжа в поясничном отделе происходит чаще всего в сегменте L5S1, потому что у нас там максимальный угол изгиба нашего позвоночника. Почему происходит грыжа? Грыжа происходит из-за недостаточности питания нашего диска, который теряет свою эластичность, просаживается и начинает выпячиваться в сторону. Выпячивание дает воспаление. Воспаление создает спазм мягких тканей, мы ощущаем с вами боль. Так все же, что с этим делать в домашних условиях? Сейчас я покажу 5 очень хороших упражнений, вы забудете раз и навсегда о вашей боли. Поехали! Друзья, ну что ж, приступаем к практике. Основной задачей упражнений для стабилизации состояния и боли при грыже L5S1 является улучшение кровообращения. Это максимум, который вы сможете сделать дома. Улучшая кровообращение, соответственно, мы облегчим наш спазм, то есть уменьшим его, уменьшим давление на болевые рецепторы и, соответственно, хотя бы на некоторое время забудем о боли в спине. В нашем центре мы более глобально подходим к вопросу. То есть мы за счет декомпрессионных тренажеров создаем благоприятные условия для работы мышц и улучшения кровообращения. За счет этого же кровообращения мы возвращаем все питательные элементы, а также воду в наш диск. Третьим этапом является стабилизация такого явления, как функциональный перекос таза, потому что зачастую грыжа именно поэтому и возникает. Таким образом, проходя все эти этапы, за 3-6 месяцев мы добиваемся феноменальных успехов. Если кому интересно, переходите в наши соцсети, посмотрите, почитайте отзывы. А сейчас мы приступаем к 5 упражнениям, которые вам помогут избавиться от боли. Поехали! Друзья, первое упражнение – это кошка-собака. Все вы его знаете, много с вас кто где его видел, много его в интернете. Это золотой стандарт. Становимся на четвереньки, спинку вверх, голова вниз, с точностью до наоборот поменяли. Спина вниз, голова вверх. Желательно подключить диафрагмальное дыхание. Выдох, вверх, поменяли, выдох, вниз. В промежутке вдох, вверх, выдох. Вдох, выдох. Данное упражнение можно выполнять безграничное количество раз, после чего я вам предлагаю приложить локально холодовой компресс на 3-5 секунд. Для чего это необходимо? Выполняя упражнение, мы улучшаем гемодинамику, мы улучшаем и увеличиваем количество крови и лимфотока в локальном сегменте. После чего, прикладывая холодовой компресс, мы наоборот сужаем сосуды и выгоняем ту кровь и ту лимфу, которая застоялась. Организм понимает локальный холод и начинает снова подавать
свежую кровь, тем самым ускоряя процессы восстановления. Не более 5-10 секунд. Будете держать больше, можно простудить. На протяжении 5-10 секунд никогда не простудите. Очень важным сегментом при боли в пояснице является ягодичная мышца. Поэтому второе упражнение будет растягивать ягодичную мышцу. Так называемый растягивающий шаг. Поехали. Одна ножка у нас идет вперед, правая. И, соответственно, правая рука потянулась вперед. Левая рука у меня находится на локте. Ягодицу растянул. Поднялся. С точностью до наоборот. Поменял. Ягодицу растянул. Голова в нейтральном положении. Если сложно удерживать, можно наклонить вниз. То есть мы видим, как растягивается ягодица. Друзья, я предлагаю это упражнение также выполнять бесконечное количество раз. До того, пока вы не почувствуете, насколько уменьшились боли в поясничном отделе, до того, пока вы не почувствуете проработку и растяжение ягодичных мышц. После чего также прикладываем холодовой компресс. Друзья, хочу напомнить и сказать к тем, кто не слышал. В данный момент мы практикуем онлайн-консультации и даем задания индивидуально под каждого из вас в домашних условиях. Поэтому, если кому-либо будет интересна консультация специалиста по физической реабилитации, написание индивидуальной программы, под видео я оставлю ссылку. Переходите, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся и проведем консультацию. А сейчас мы приступаем к третьему упражнению. После того, как мы растянули ягодицы, нам необходимо прокачать кровь, то есть с массивных больших мышц выкачать кровь и пустить ее в наш поясничный отдел, так как мы знаем, что кровь – это все живое в нашем организме. Это кислород, это микроэлементы, это ускорение нашего восстановления. Поэтому ровненько становимся, ножки на ширине, присели, в исходное вернулись. Должны чувствовать ягодичные мышцы. Присели, в исходное вернулись, вверху желательно ягодички напрягать. Присели, в исходное, спинку удерживаем ровненько, то есть мы не скрючиваемся вот в такое вот положение, то есть мы не приседаем вот в таком положении. Становлюсь боком, чтобы вам было более понятно. Присел, ровная спинка, в исходное вернулся. Присел, ровная спинка, в исходное вернулся. Таких мы выполняем 10-15 повторений. Если вы чувствуете, что можете больше, не жалейте для себя родного, но без фанатизма. Друзья, четвертое упражнение. Попытаемся порастягивать так называемую подвздошно-поясничную мышцу. То есть это мышца, которая нашему глазу незаметна, но она играет очень большую роль в формировании осанки таза, а точно так же в формировании межпозвонковых грыж. То есть если мы имеем спазм подвздошно-поясничной мышцы, мы ухудшаем питание нижней части нашего позвоночника, и через некоторое время мы получаем межпозвонковую грыжу. Поэтому поработаем с этой мышцей. Исходное положение. Одна нога у меня на стопе согнута в колене, вторая нога стоит на колене. Я потянулся очень мягенько вперед, почувствовал растяжение передней части бедра, вернулся в исходное. Для тех, кто не знает, мышца крепится к нижней части позвоночника, через тазобедренный сустав, через таз, проходит и крепится в бедренную кость. То есть это мышца, которая между собой соединяет туловище и нижние конечности. Потянулся вниз, растянул, подышал, в исходное вернулся. Потянулся, в исходное. Первое занятие вы можете выполнять 15-20 повторений. Дальше, по мере вашего самочувствия, необходимо добавлять. Друзья, и пятое упражнение. Попытаемся порастягивать заднюю поверхность наших ног. Чаще всего
они спазмируются, то есть задняя поверхность спазмируется по анатомической связи, по анатомическому поясу, и мы физически и фактически не можем разгибать наши ноги. У кого есть грыжа, тот меня, скорее всего, понимает. Если у вас есть данная симптоматика, начинаем с согнутых ног. У кого нету этой симптоматики, может начинать сразу с ровных прямых ног. Если они согнутые, мы мягенько в сидячем положении пытаемся надавливать для того, чтобы их растянуть. Максимально попытались растянуть, вернулись в исходное. Попытались растянуть, вернулись в исходное. Снова попытались, поддавили, вернулись в исходное. Если сложно, мы можем наоборот сесть спиной к стеночке и точно таким же образом пытаться их растягивать. Потянулись в исходное. У тех, у кого нет острой боли по задней поверхности, мы начинаем с ровных ног, и при этом мы корпусом пытаемся подтянуться к нашим коленкам. Грудной клеткой тянемся к коленям. Растянулись в исходное. Друзья, напоминаю, без резких движений, очень мягенько, в острую боль мы не заходим, мы работаем по краешку боли. С каждым днем, с каждым занятием увеличивая амплитуду. Потянулись вперед, вернулись в исходное. Каждый день вы будете ощущать, как ваша амплитуда увеличивается. Конечно же, если будете качественно работать и не урезать у себя драгоценные занятия и драгоценное время, которое необходимо уделять для этих занятий. Потянулись, в исходное вернулись. Таких выполняем 15-20 повторений, добавляем по мере необходимости в зависимости от вашего самочувствия. Друзья, в конце я в любом случае предлагаю прикладывать локально холод, зачем я пояснил уже более ранее. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, рассказывайте, как вы себя чувствуете после данного комплекса. Я все комментарии читаю, отвечаю вам лично. До скорых встреч!